Просто трансерфинг. У меня эта книга почему-то идет очень медленно. Первый том я прочитал примерно за 8 месяцев. То ли она очень тяжелая для восприятия. Ведь некоторые главы приходится перечитывать по несколько раз. То ли она сама требует того, чтобы ее читали медленно, переваривая и передумывая все написанное. В общем, результаты по усвоению у меня совсем невысокие. Еще что очень важно, сложно, очень сложно избавиться от избыточных потенциалов. Вот прямо так и возникают они постоянно. Уже знаю, что нельзя перегревать эмоционально ситуацию, а что делать, если я эмоциональный человек? Не получается просто никак. Хотел немного поделиться собственными наблюдениями. Дело вот в чем. Я давно за собой стал наблюдать определенное явление, с помощью которого сейчас и добиваюсь своих целей. Вот я, например, работаю в телекоммуникациях, занимаю определенную должность в крупной компании, имею несколько собственных направлений в этой отрасли, которые приносят мне некоторые проценты. И вот я научился подпитывать свою деятельность энергией, то есть притягивать успех именно по теме работы. И заключается весь секрет. В чем бы вы думали? В банальном чтении профессиональной литературы. Короче, бывают, точнее, раньше бывали времена, когда работать не хочется, клиентов нет, проектов никаких. А бывают времена, когда наваливается работа, и клиенты берутся невесть откуда, и самые нелепые проекты удаются легко. И личные интересы соблюдаются без особого напряга. И вот как я к этому пришел. Обеспечил себя всесторонней информацией по работе. Это несколько периодических журналов по теме телекоммуникаций, интернет-рассылки и платные подписки по тендерам. Короче, все, что требуется для того, чтобы завалиться информацией по этой теме с ног до головы и погрузиться в ее изучение. Итак, иду, покупаю нужный мне журнал и начинаю читать. Да-да, просто читать. По вечерам, иногда по ночам, во время обеденного перерыва. В общем, всегда, когда есть возможность. И что же наблюдаем? А вот что. Через некоторое время, примерно в течение недели, вокруг меня начинает оживать деловое движение. Практически ниоткуда появляются потенциальные клиенты, которым можно что-то продать или предложить. Буквально как из воздуха возникают различные проекты. Везде начинаешь видеть свою выгоду, свой интерес, активно заниматься проектами, работать с клиентами. Чувствуешь, что все снова ожило, закрутилось, что ты опять в центре событий. Клиенты находятся сами собой, через старые каналы, о которых уже забыл. Прежние связи восстанавливаются, начинаются новые отношения на новом этапе. Здесь и впрямь работает какая-то магия. Потом я пошел дальше. Я стал менять выборку информационных изданий. Начал немного вносить разнообразие в свой информационный рацион, а именно, взялся раз в месяц покупать политический журнал. И что же я получил через определенный период времени? Меня стали продвигать по служебной лестнице. Начали поступать предложения, хотя я особо к тому не стремился. Это и в самом деле какая-то мистика, по-другому не назовешь. Сейчас изучаю вашу книгу. Именно изучаю, потому как слово читаю абсолютно неуместно здесь. Ее нужно штудировать как отдельный академический курс в институте. Вы писали, чтобы вариант реализовался, он должен подсветиться вашей энергией. А вот какой именно энергией? Если эмоциональной, то получаем чистой воды избыточный потенциал. А как выделить в себе и определить для себя эту энергию? Как узнать, какая именно информация притягивает нужные варианты? Если бы знать, какой именно цели, какая информационная подпитка соответствует, вот тогда была бы действительно магия. Никакой магии здесь нет. Магия, в обыденном смысле, это когда происходит нечто такое, чему не можешь найти объяснение. Здесь же все гораздо проще. Сколько раз мне повторять, что в окружающем вас мире, как в зеркале, отражается все ваше мироощущение. Своими мыслеформами вы создаете слой своего мира. Для того, чтобы понять, что происходит с вами и вокруг вас, достаточно просто обратить внимание на свои мысли. Когда вы погружаетесь в изучение специализированной литературы, ход ваших мыслей упорядочивается, в результате чего в зеркале мира начинает проявляться соответствующее отражение. Что на входе, то и на выходе. Тривиально. Проще не бывает. Ну а коли все так просто, почему же тогда желания не исполняются, а мечты не сбываются? И здесь все тривиально. Все дело в том, что люди не выполняют два совершенно обыкновенных условия. Во-первых, зеркало мира реагирует с задержкой, поэтому для того, чтобы мыслеформы материализовались, требуется определенное время. Но люди не привыкли ждать. Ведь если действовать в рамках внутреннего намерения, последствия проявляются сразу же, а работа внешнего намерения незаметна, и причинно-следственные связи отследить трудно. Поэтому люди не верят, что с помощью мыслей можно действительно формировать реальность, и всерьез такие вещи не воспринимают. Во-вторых, для того, чтобы мыслеформа зафиксировалась в материальной действительности, нужно воспроизводить ее систематически. Другими словами, необходимо просто регулярно крутить в мыслях целевой слайд. В отличие от бесполезных мечтаний, которые происходят от случая к случаю, это конкретно
конкретная работа. Обычно люди быстро загораются какой-нибудь идеей и потом также быстро остывают. Но ведь чудес не бывает. Требуется сделать определенную работу, только в данном случае не руками, а головой. Разве может зеркало, у которого есть задержка, сформировать ваше отражение? Если вы только на мгновение встали перед ним и сразу убежали, вот вы, например, когда беретесь за изучение литературы, тем самым направляете работу мыслей в нужную сторону. Даже при всем при том, что вы этим занимаетесь нерегулярно, зеркало все равно дает ощутимый результат. Можете себе представить, что вас ожидает, если вы сделаете небольшое усилие и возьмете свои мысли под контроль. Работа с целевым слайдом, если она проводится систематически, дает ошеломляющие результаты. Мысли, пущенные самотек, создают размытый образ. Отражение в этом случае получается соответствующая, беспорядочная и неуправляемая реальность, которая управляет вами. Мысли же, организованные в строгом направлении, образуют мощный пучок намерения. Это все равно, что луч лазера в сравнении со светом обыкновенной лампочки. Управляя ходом своих мыслей, вы управляете реальностью. Но ведь никто этого не делает, а надо просто делать эту работу. Вот и все. Ваша основная проблема, в частности, заключается в том, что вы подняли важность теории трансерфинга до небывалой высоты. Вы буквально воздвигли гранитный монумент и с благоговением ходите вокруг, боясь подступиться. Не следует изучать трансерфинг как учебник по высшей математике. Нужно просто выполнять элементарные рекомендации, которые там изложены вполне конкретно, вот и все. И еще, не забивать себе голову ненужными вопросами, типа какую взять энергию и куда ее направить.